Добрый день, зрители и подписчики моего канала. Давно не виделись. Решил заснять коротенький видосик. На какую тему? Значит, вчера на канале Ломастер 154 поднималась тема по поводу, значит, стука рулевой колонки, ну или вала рулевой колонки, значит, в автомобиле ВАЗ Патриот. Разные, значит, на канале разные обсуждались варианты, разные способы. Я, значит, свой способ предложил, значит, написал комментарий. И в ответ мне пришел ответ, значит, тоже от участника, значит, наших дискуссий, значит, показать именно как я решил проблему стука. Вот, значит, человек написал мне, сказал, пришли либо фотографию, ну, либо как-то объясни. Вот, ну вот я сейчас попытаюсь показать, ну, как бы визуально показать, каким образом я убрал стук. Стук у меня появился на 5000 пробега, то есть совсем маленький. На кочках, там, например, на дороге, на такой вот, на гребенке, там, вот такой вот стук у меня появлялся. Ну, я там подложил, значит, кусок шланга. Сейчас покажу, сейчас сами все увидите. Стук у меня пропал. Сейчас пробег у меня до 40 тысяч. Почти. Стука нет. Даже по большим кочкам езжу, по ямкам, и стука нет совершенно. То есть вот я эту проблему с стуком решил таким образом. Так, значит, вот что хочу показать. Так, вот я взял подсветку. Вот обратите внимание, вот видите, да? Вот смотрите, видите, видно, наверное, вот где рулевой вал выходит из этого вот, как его там, резинки из этой вот, да, видите, рулевой вал лежит на отрезке шланга, это кислородный шланг, кусок кислородного шланга. Вот, он, значит, стук был из-за чего? Из-за просто вал бил вот по этой вот железяке, вот, которая прижимает всю эту резинку, по ней вал ударялся при кочках, там, ну, в ямках и прочем. Все, вот этот, для чего, что нужно сделать? Нужно пластинку эту отпустить, вырезать кусочек шланга кислородного, разрезать его повдоль и вот таким образом подложить. Надеюсь, что видно. Вот. Периодически надо это дело, может быть, подмазывать. Не может быть, а надо подмазывать. Я иногда пшикаю и... В общем, все, вот, езжу уже достаточно много, уже 35 тысяч километров я проехал, и, в принципе, все хорошо. Вот таким, вот мой вариант. Так что хотел бы вот со всеми, у кого такая проблема есть, поделиться, попробуйте так. Кстати, эта идея не моя. Идея не моя, это идея Дмитрия Флегантова, если кто-то знает, это бывший владелец Патриота, он сейчас на Патриоте не ездит, по-моему, на какой-то другой машине. Вот, но я эту идею подал он, и я это подсмотрел и применил, и спасибо ему большое. Вот, и также делюсь с вами вот, такими хорошими идеями. Да все хорошего, до встречи, уважаемые друзья.